Вселенная подчиняется непреложным законам, которые формируют все, что мы можем воспринимать с помощью наших органов чувств. Подобно закону всемирного тяготения, эти невидимые силы постоянно действуют, незаметно воздействуя на нас без нашего ведома. Среди этой тьмы квантовая физика раскрывает связь, которую мы имеем со Вселенной через наш разум. Связь, которую мы можем использовать в своих интересах, если поймем, как действуют эти законы. Человеческие существа взаимосвязаны, и поэтому наши действия влияют не только на нашу собственную судьбу, но и на судьбу других людей и на саму Вселенную. Мы творцы, постоянно формирующие реальность с помощью нашего разума, или скорее с помощью нашего сознания. Овладевая космической энергией, текущей через нас, мы становимся в соответствии с универсальными силами, которые управляют нашим жизненным путешествием. Эти законы всегда присутствуют, незаметно формируя реальность, которую мы воспринимаем. Неизменные, неизбежные, они так или иначе повлияют на население. Понимание и принятие их – это первый шаг к жизни в изобилии. В этой аудиокниге мы раскроем секреты Вселенной и то, как мы можем использовать их для преобразования нашей реальности. Сила, способная создать жизнь вашей мечты, находится в пределах вашей досягаемости. Глава 1. Высвобождение силы сознательного созидания, работа механизмов разума открывает захватывающие возможности не только с точки зрения продуктивности, способности решать проблемы и усваивать новые знания, но и с точки зрения его трансцендентного потенциала. Это ведет к овладению физическим творчеством. В этом сила твоего сознания, источник, из которого рождается твоя судьба. Закон проявления, первый закон успеха, описывает, как идеи становятся конкретной реальностью. Сознание создает миры в соответствии с квантовой физикой, и ваша личная Вселенная не является исключением. Современная наука изучает различные гипотезы о мирах, созданных сознанием. Одним из таких объяснений является космологическое, которое объясняет возникновение космоса, утверждая, что для сложной эволюции нашего мира требовалась сознательная воля. Другая идея заключается в том, как основные материалы Вселенной объединяются, образуя физическую реальность. Другая идея заключается в том, как наше личное сознание выбирает из бесчисленных вариантов, которые всегда открыты для нас. Что касается измерения частиц и волн, то даже теория реальности, созданной наблюдателем, предполагает, что цели сознания являются мощными силами. Эти квантовые теории имеют захватывающую научную основу, но нас больше интересует ваша индивидуальная реальность. Как создатель-наблюдатель, оригинальная программа показывает, что ваша реальность формируется тем, что вы видите о себе или во что верите. Подумайте об этом. Что вы обычно наблюдаете или воспринимаете о себе? Являются ли эти результаты благоприятными или неблагоприятными? Какой реальности, по вашему мнению, вы можете достичь в свете этого? Тебе следует написать в своем дневнике ответы на эти важные вопросы. Однако это только начало проявления твоей судьбы, потому что твоя реальность создается твоим сознанием. Очень важно узнать о своем сознании и о том, как оно является созидательной силой в твоей жизни, чтобы понять, как это происходит. Просто взгляни на себя, чтобы увидеть эту силу в действии. Когда ты отложишь в сторону споры о том, что реальность создается высшим сознанием, и сосредоточишься на том, что ты наблюдаешь в мире природы, ты заметишь, насколько глубоко личное сознание проникает в твое повседневное существование. Когда я перестаю думать об этом, я вижу это повсюду вокруг себя. Преданность делу шеф-повара на кухне, где много работы, видна по вкусному блюду, стоящему передо мной. Любовь музыканта, звучащая в нотах живого выступления, изобретательность изобретателя, проявляющаяся в устройствах, которые облегчают нашу жизнь. И заботливая забота учителя, помогаю студентам раскрыть свой самый большой потенциал. Мастерство фермера обеспечивает меня свежими продуктами, а мастерство портного позволяет мне носить приталенный костюм. Я постоянно восхищаюсь изобретательностью и талантом других людей, что является доказательством безграничного потенциала человеческих усилий. Мы можем воспринимать красоту и мощь природного мира повсюду, когда по-настоящему принимаем реальность, созданную сознанием во всех ее формах, и включаем ее во все сущее. Все начинается и развивается благодаря силе воображения. От мельчайшего камешка на тропинке до огромного полуночного неба, от бумажного самолетика до сложной национальной энергосистемы.
Основополагающая истина любого проявления заключается в том, что сознание является источником всего сущего. Даже если не все из этого приносит положительные результаты, даже крошечная часть приносит их. И создание, и разрушение Всемирного торгового центра были сознательными действиями. Ваш успех или его отсутствие в вашей личной жизни изначально проявляется в вашем осознании. Если вы замечаете трудности и неудачи вокруг себя, это результат ваших собственных мыслей. Если вы наблюдаете за процветанием и достижениями, вы также видите свою собственную силу. Все, что вы генерируете, это энергия, которая кипит в котле вашего сознания, создавая смесь, которую вы в конечном итоге назовете своей жизнью. Закон проявления очень ясен. Все, что не сформировалось полностью внутри тебя, не может быть проявлено, поскольку твое сознание создает твой мир. Прежде чем ты сможешь добиться успеха, у тебя должно быть четкое, бесконфликтное представление о том, как это ощущается и выглядит. Прямо сейчас, что формирует твое сознание? Представление о том, что твое сознание создает твою судьбу, не всегда означает, что ты сознательно создаешь свою судьбу. Многие из нас не осознают, как сложились обстоятельства, в которых мы оказались. Значительная часть людей даже не осознает, что они сами несут ответственность за ситуации, в которых оказываются. Они воспринимают жизнь как череду событий, за которые они не несут никакой ответственности. Только в редких случаях они осознают, что то, что они переживают, это то, что они сами приводят в движение. По этой причине одно из основных требований закона проявления состоит в том, чтобы исследовать и точно определить, на чем вы фокусируетесь. Следующие вопросы предназначены для того, чтобы помочь вам установить связь с этим важнейшим аспектом создания вашей судьбы. По мере того, как вы будете углубляться в различные уровни проявления в следующей главе, это упражнение поможет вам лучше настроиться на направление, в котором движется ваше сознание. Расширяя свое осознание, вы когда-нибудь останавливались, чтобы поразмыслить над тем, о чем вы думаете? Как часто вы действительно задумываетесь о последствиях своего выбора или действий, прежде чем продолжить? Многие люди понятия не имеют, почему они делают то, что делают, или даже что это означает. Они просто дрейфуют во времени, реагируя бессознательно на протяжении всей своей жизни. Эти люди – это то, что я называю сознанием зомби, которые день за днем тащатся по жизни в бессознательном состоянии, следуя своим привычкам и реагируя на основе своих эмоций, делая то, что требуется, и ничего больше. Но если это похоже на твой прошлый подход, не расстраивайся. У тебя есть сила пробудиться. Ты можешь выбрать более высокое и светлое сознание и двигаться к жизни намного лучше, чем ты когда-либо мог прожить раньше. Возможно, даже лучше, чем ты мог когда-либо мечтать. Осознанность – это всегда выбор. Это выбор осознания настоящего момента, решение увидеть и расставить приоритеты в том, что действительно важно, что действительно способствует твоему росту в жизни. На чем я фокусирую свое сознание прямо сейчас? И следующий вопрос. Что я создаю с помощью этого типа сознания? У тебя есть сила формировать проявление своей судьбы, основываясь на том, на чем ты решаешь сосредоточиться. Чтобы изменить творение своего сознания, тебе нужно быть гораздо более сосредоточенным на позитиве, чем на негативе, а также на своих ценностях и приоритетах. Сосредоточь свои мысли на том хорошем, что у тебя уже есть, а также на том, что ты привлечешь к себе в будущем. Всегда предпринимай осознанные действия для достижения своих целей, а не поддавайся неосознанным реакциям и отвлекающим факторам. Прочитай 2 главу «Сила созидания и притяжения». Первый закон успеха относится к тому, что ты создаешь, в то время как второй закон магнетизма относится к тому, что ты притягиваешь. Вместе эти две силы оказывают самое значительное влияние на твою судьбу. Первая связана с силой твоего сознания, вторая с силой твоей энергии. В современном мире действуют многочисленные энергетические паттерны, удивительно мощные, но часто скрытые силы, дающие предсказуемые и ощутимые результаты. Например, когда вы набираете определенный телефонный номер на своем мобильном телефоне, нажимаете кнопку вызова. Последовательность цифр передается через спутник за тысячи миль на соответствующий приемник. Звонит другой телефон, и энергия твоего голоса передает туда и обратно, что позволяет вести четкий разговор, несмотря на расстояние. Список способов, которыми человечество использовало и направляло энергию, кажется бесконечным.
Все упомянутые явления и бесчисленное множество других, которых мы не затронули, имеют глубокие последствия. Однако это не ограничивается только наукой, коммуникациями и техническими инструментами. Энергетическая работа Вселенной влияет на каждого из нас множеством способов, большинство из которых остаются незамеченными. Независимо от того, есть ли у нас индивидуальный опыт успеха или счастья. Закон магнетизма гласит, что мы можем притягивать только ту энергию, которую передаем. Он основан на квантовом физическом принципе, согласно которому все, включая каждого человека, обладает этой силой притяжения. Вселенная наполнена вибрациями, которые ученые называют энергетическими кольцами. Эта энергия движется внутри нас, исходит от нас и окружает нас буквально все время, независимо от того, осознаем мы это или нет. Каждый из нас является частью огромного обмена и расширения этой силы, разворачивающейся во Вселенной каждый день, каждое мгновение. Наша энергия исходит изнутри наружу и соединяется с другими, имеющими аналогичный резонанс, определяя, что и кого мы привлекаем в жизни. Каждый из нас подобен маленькой радиостанции, постоянно передающей сигналы о себе и своей жизни. Люди и ситуации, которые откликаются на эти сигналы, настраиваются на нас и становятся частью нашей жизни. На самом деле то, что мы называем химией, будь то в романтическом или профессиональном контексте, это не что иное, как резонанс, личные сигналы и вибрации, которые совпадают. Поэтому, если ты стремишься к успеху, крайне важно понимать, как создается твоя энергия и что ты в данный момент передаешь о себе. Твое энергетическое поле предупреждает. Как энергетические существа, мы излучаем энергию из наших тел во Вселенную. Это энергетическое поле постоянно взаимодействует с энергией Вселенной или других людей, посылая энергетические сообщения, основанные на нашем настроении. Оно знакомит тебя с миром, раскрывает ту часть тебя, с которой другие неосознанно, но сильно ощущают связь, сущность твоей энергии. Итак, если ты недоволен обществом или обстоятельствами, которые тебя привлекали до сих пор, или если ты стремишься достичь желаемого успеха, ты должен необходимо изменить то, что вы запечатлеваете на своей энергетической визитной карточке. Поскольку эту частоту вы создаете сами, к счастью, вы можете ее изменить. Как только вы определите, что вызывает ваш вибрационный резонанс, вы сможете предпринять действия, направленные на повышение вашей магнитной частоты и изменение всего, что вы притягиваете. Вибрации, которые вы генерируете, проистекают из ваших чувств, мыслей и энергии вашего тела. Именно так вы постоянно взаимодействуете со Вселенной посредством излучаемой вами энергии, которая в конечном счете служит языком Вселенной. Давай подробнее рассмотрим этот вопрос. Эмоциональная энергия, твой эмоциональный резонанс, возможно, является самым мощным выражением тебя самого. Чувства, которые ты испытываешь ежедневно, передают четкие сигналы о том, кто ты такой и чего ожидаешь от мира. Если ты, например, хронический воин, то именно это ты и проецируешь. И ты будешь притягивать к тебе все больше и больше ситуаций, которые вселяют в тебя страх. Если преобладает гнев, ты сигнализируешь об ожидании враждебности, и именно это ты и получишь. Однако, если ты выберешь более спокойные и радостные отношения, ты передашь сообщение о том, что ожидаешь, что мир станет местом полным радости. И твоя энергия и ожидания привлекут к тебе внимание. Побольше этого в твоей жизни. Если ты испытываешь чувство покоя и уверенности в себе, они излучают магнетическую вибрацию, которая будет притягивать людей и события, привнося в твою жизнь еще большую безмятежность. Это и есть твоя резонансная реальность. То, что ты посылаешь, обязательно вернется к тебе. Твои преобладающие чувства стимулируют создание твоей судьбы своим мощным присутствием в твоем сердце и разуме. Чем более эмоционально насыщены твои переживания, тем больше энергии они генерируют. Следовательно, переход к более позитивным ощущениям является фундаментальным требованием закона магнетизма. Энергетическая истина заключается в том, что качество вашей эмоциональной жизни определяет уровень вашей жизни в целом. В этом вопросе закон строг. Вселенная вернет тебе твою радость, любовь и счастье точно так же, как вернет твои страхи, гнев и несчастье. Но откуда берутся эмоции? Каков источник этой мощной энергии, в которую ты постоянно погружен? За каждым эмоциональным переживанием стоит стимулирующий источник. Будь то гнев или любовь, страдание или радость, депрессия или энтузиазм, скука или мудрость, каждый цветок или шип чувства имеет свое происхождение, и это семя мысль. Главное – это мысль.
Второй способ, которым вы проецируете свою энергию в окружающий мир, это ваша когнитивная способность. Ваши мысли редко прекращаются, поэтому они постоянно излучают вибрационные сигналы в ваше энергетическое поле. И поскольку они также являются источником вашей эмоциональной энергии, они вдвойне важны на вашем пути к успеху. Уверенные мысли приносят чувство надежды, в то время как мысли о некомпетентности вызывают чувство отчаяния. Что могло бы привести тебя к чудесным результатам? Положительные результаты, к которым ты стремишься, могут быть получены только благодаря чувству покоя и позитивным мыслям. Если ты похож на большинство людей, процесс мышления может показаться случайным и спонтанным явлением, которое ты просто переживаешь, а не решаешь. Возможно, тебя никогда не учили мыслить позитивно, или, возможно, направление, в котором движется твой разум, зависит от ситуации, в которой ты находишься, или от окружающих тебя людей. Одно можно сказать наверняка: если ты обнаруживаешь, что твоя жизнь требует чего-то большего, значит Вселенная говорит тебе взять под контроль свои мысли. Глубоко укоренившиеся страхи, в основном связанные с боязнью будущего, страхом быть отвергнутым и страхом неудачи, часто являются источником негативного мышления. Страх перед будущим. Этот вид страха может проявляться как угодно, от легкого беспокойства до сильного чувства неловкости по поводу возможных катастроф в будущем. Это чья-то жизнь. Типичные вопросы таковы: а что, если я потеряю этого клиента? А что, если встреча пройдет неудачно? А что, если я заболею и умру? Твоя способность концентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас, ограничена этими заботами, которые часто порождают ощущение приближающейся гибели. Опасайся, что тебя отвергнут. Это беспокойство может принимать различные формы, от глубоко укоренившегося беспокойства о том, что тебя бросят, до беспокойства о том, что тебя осудят. Эти убеждения часто заставляют людей, страдающих ими, быть крайне критичными по отношению к самим себе, а иногда даже испытывать отвращение к себе. Их постоянная неуверенность в себе порождает беспокойство типа: а что, если мой супруг бросит меня? А что, если меня уволят? Страх неудачи. Этот страх часто подпитывает два других, приводя к зацикливанию негативных мыслей. Когда кто-то сомневается в себе, он может думать о таких вещах, как «я недостаточно хорош», «я ни на что не способен» или «я никчемный». Твоя неспособность рисковать и использовать возможности из-за этих переживаний мешает тебе развиваться как в личном, так и в профессиональном плане. Напиши ей. Первый шаг к преодолению этих страхов – понять, откуда они берутся. Ты можешь начать развивать в себе более устойчивый и позитивный менталитет и открыть дверь к более счастливой и здоровой жизни, выявив и изменив эти бесполезные мыслительные привычки. Какой бы ни была твоя жизненная ситуация, тебе не обязательно оставаться зацикленным на старых стереотипах. Пришло время понять связь между твоими мыслями, эмоциями и энергией. Помни, что наши мысли в сочетании с нашими эмоциями генерируют энергию. Сила твоих самых доминирующих мыслей плюс сила твоих наиболее частых и сильных эмоций равны резонансу твоего личного энергетического поля. Это пульсирующая вибрация, которая передает твой сигнал и определяет все, что ты привлекаешь в свою жизнь. Если ты недоволен тем, чего достиг, будь то в личном или профессиональном плане, тебе нужно поработать над изменением своей энергии. И, как известно студентам, изучающим основы математики, нельзя изменить вторую часть уравнения, не изменив также и первую часть. Точно так же, как вы не можете сложить 2 плюс 2 и получить что-то отличное от 4. Вы просто не можете добавить негативные мысли и отрицательные эмоции и получить что-то отличное от отрицательного энергии и в конечном счете отрицательные результаты. Глава 3. Закон чистого намерения. Следующие два принципа основаны на ваших намерениях и мотивации. За каждым действием и стремлением кроется истинная цель, к которой вы стремитесь. Даже если вы не полностью осознаете это может либо усилить, либо помешать вашим желаниям из-за своей энергетической природы. Чтобы привести себя в соответствие с мощными силами третьего вселенского закона, ваше намерение должно быть чистым и свободным от манипуляций, страха или отчаяния. Проще говоря, ваша мотивация должна быть искренней, здоровой и способной уважать как себя, так и других. Эти законы, а также последующие законы раскрывают причины, стоящие за вашими жизненными целями. Так что если вы никогда раньше не задумывались об этом, сейчас самое подходящее время задуматься о том, почему вы делаете то, что делаете. Закон чистого намерения утверждает, что когда вы действуете с чистым намерением, без страха, сомнений и отчаяния, вы можете быть уверены, что произойдет что-то позитивное, проявится. Избавление от страха преобразует энергию вашей мотивации из негативных и жестких вибраций в позитивные и восприимчивые.
Вы перейдете от энергии тоски и отчаяния к энергиям надежды и предвкушения, которые являются жизненно важными составляющими этого закона. Мотивы, основанные на страхе или сомнении, могут только порождать темную энергию вокруг ваших желаний. Эти эмоции, проистекающие из чувства нехватки, излучают волны отталкивающей энергии. Негативные сигналы страха безошибочны. Они передают такие послания, как «я не способен», «я этого не заслуживаю», «я потерян». При таком резонансе все, что ты можешь привлечь, это ситуации и люди, которые подтверждают твои негативные убеждения. Сомнения и страх затмевают любую позитивную энергию, которую ты можешь излучать, тем самым саботируя основные компоненты третьего универсального закона. Машина чистого намерения работает на основе честных намерений, но подпитывается положительными энергиями надежды, энтузиазма и уверенности. Твои желания должны быть окутаны этими чувствами, чтобы свободно перемещаться по Вселенной. Надежда придает тебе сил, поднимает твой дух и открывает твое сердце. Она служит источником твоего энтузиазма и воодушевления. Без надежды ты не сможешь проявить энтузиазм к своим желаниям или сохранить достаточно страсти, чтобы упорно преодолевать препятствия. Волнение и энтузиазм действуют как усилители в стереосистеме твоей жизни, активизируя процесс проявления твоих желаний. Однако ты не сможешь поддерживать эти сильные эмоции без искренней надежды, непоколебимой веры в то, что твои мечты могут сбыться и обязательно сбудутся. Более того, отсутствие надежды может стать главной причиной депрессии и отчаяния, двух темных энергий, которые не могут преодолеть ни яркость, ни красота. Уравновешивая противоречивые намерения, многие люди сталкиваются с противоречивыми эмоциями, когда речь заходит об их стремлениях. Хотя они могут сознательно выражать сильное желание преследовать определенную цель или мечту, под поверхностью часто скрывается тень сомнения или страха, проистекающая из прошлых неудач или неуверенности в будущем. Эта двойственность намерений создает сложный внутренний ландшафт, в котором страстное стремление к успеху сосуществует с тревожными предчувствиями и колебаниями. С одной стороны, у них есть четкое представление о том, чего они хотят достичь, что подпитывает их основное намерение решимостью и амбициями. Но с другой стороны, тяжесть прошлых неудач или неуверенность в успехе отбрасывают тень, порождая вторичное намерение, которое нашептывает им сомнения и тревоги. Подсознание. Это внутреннее перетягивание каната между надеждой и страхом, стремлением и сомнением может существенно повлиять на энергию, которую они излучают в мир. Вселенная и, следовательно, формируют результаты, которые они привлекают в свою жизнь. В этом сценарии твои желания становятся полными отчаяния и противоречий, поскольку эти намерения сталкиваются в твоем энергетическом поле. В то время как интеллектуально ты можешь говорить «я хочу», «я вожделею», эмоционально ты чувствуешь, что это безнадежно, что этого не может быть. Как ты думаешь, на какое из этих намерений откликнется Вселенная? Энергетически отрицательные эмоции, как правило, несут в себе более сильный заряд и, следовательно, оказывают более мощное воздействие на процесс проявления. Чем более подавленным и отчаявшимся ты выглядишь, тем больше Вселенная будет уважать твои намерения увековечить эти сложные энергии в твоей жизни. От желания к достоинству. Недостаточно просто желать чего-то, тебе также нужно думать, что ты этого заслуживаешь. Это составляет следующий важный элемент закона чистого желания. Ты должен искренне верить, что заслуживаешь того, чего хочешь. Подобно корням дерева, наше чувство собственного достоинства растет глубоко внутри нас с самого раннего детства. Представьте себе подростка, растущего в семье, где усилия и достижения членов семьи всегда признаются и поддерживаются. У ребенка появляется чувство собственного достоинства по мере того, как он учится соотносить свое поведение с любовью и одобрением в этой заботливой атмосфере. С другой стороны, представь себе другого подростка, растущего в обстановке, где любовь и преданность разряжены, достижения игнорируются, а критика неизбежна. В такой обстановке подросток может вырасти с убеждением, что он не заслуживает любви и признания, и что его усилий никогда не будет достаточно. Этот ранний опыт влияет на наше представление о самих себе и о том, чего мы заслуживаем, по мере того, как мы становимся старше. Он превращается в призму, через которую мы видим окружающий мир и самих себя. Если бы мы постоянно получали одобрение и похвалу, мы могли бы чувствовать себя уверенными в себе и достойными достижений. С другой стороны, у нас могут возникнуть мысли о неадекватности и недостойности, если нами пренебрегают и критикуют.
Обычно мы сохраняем эти взгляды и во взрослой жизни, даже не осознавая этого. Иногда, поскольку мы считаем, что не заслуживаем этого, мы обнаруживаем, что саботируем собственные достижения или ищем одобрения и похвалы у других людей. Наше восприятие Вселенной и опыт, который мы привносим в свою жизнь, зависит от наших убеждений. Когда ты чего-то хочешь, отпусти это. Это может звучать банально, но цепляние за что-то из-за нужды или отчаяния будет только сдерживать тебя. Это создает серьезные энергетические ограничения, от которых тебе в конечном итоге придется избавиться. Освобождение себя от этих убеждений в необходимости обусловленной ценности – важнейший шаг на пути к достижению окончательного освобождения, свободы от привязанностей. Заключительного компонента закона чистого желания, достигаемого через акт самоотдачи. Поступая так, ты не отказываешься от своих целей и желаний. Вместо этого ты отказываешься от своей привязанности, от своей отчаянной потребности воплотить это в жизнь. Невозможно иметь чистое желание, когда ты в отчаянии, потому что тобой движет страх, а не уверенность. Отпустить это значит обрести уверенность в себе как в будущем, так и в самом себе. Это признание твоей способности создавать счастье для себя, независимо от того, что происходит. Необходимость такого отношения доверия становится тревожно ясной, когда ты изучаешь следующий закон, который показывает, что отчаяние и безотлагательность только подрывают твои намерения добиться успеха и триумфа. Глава 4. Переход от отчаяния к обретению силы. Представь себе, что у тебя от природы здоровое стремление к успеху. Однако чувства недостатка и неадекватности, которые возникают из-за личной уязвимости и культурного давления, часто скрываются под поверхностью. Твои желания не могут проявиться из-за хаотического энергетического поля, которое создают вокруг себя эти конкурирующие эмоции. Откуда берутся эти сомнения и тревоги? Они часто являются результатом социально-идеологической обработки, которая связывает успех с материальными благами и одобрением со стороны других. Наша культура поощряет постоянное сравнение, поощряет стремление к большему и рассматривает удовлетворенность как нечто недостижимое. Порочный круг недовольства и тоски подпитывается неустанной погоней за внешними признаками успеха, что также усиливает чувство неполноценности. Ты непреднамеренно выпускаешь болезненную энергию во Вселенную, в то время как нетерпеливо ждешь исполнения своих желаний. Твое внимание к тому, чего у тебя нет, и твоя ревность к другим, у которых есть то, чего ты хочешь, создают атмосферу сильной тоски и отчаяния. Эта энергетическая сигнатура создает парадоксальную петлю неудовлетворенных желаний, отталкивая именно то, к чему ты стремишься. Закон парадоксального намерения предупреждает нас о том, что наше сильное желание только помогает оттолкнуть то, чего мы действительно хотим. Мы подрываем наш собственный успех, когда действуем из-за страха и неадекватности, рисуя ситуации людей, которые подтверждают наши чувства неполноценности. Но когда мы отпускаем хватку отчаяния и смотрим на вещи с другой стороны, происходит нечто удивительное. Речь идет о том, чтобы избавиться от привязанности к результату и не отказываться от своих амбиций и желаний. Мы вновь обретаем силу и наполняемся изобилием, когда избавляемся от постоянной потребности в одобрении и внешних показателях успеха. Это изменение требует фундаментального переосмысления того, что такое успех и удовольствие. Мы развиваем в себе чувство благодарности за те богатства, которые уже есть в нашей жизни в настоящем, вместо того, чтобы постоянно стремиться к достижениям вне нас самих. Мы понимаем, что настоящее удовлетворение приходит от осознания глубины наших взаимоотношений и опыта, а не от накопления большего количества имущества. Выравнивание вибраций – это осознанное переключение нашего внимания с дефицита на изобилие, с беспомощности на власть. Это означает, что мы должны научиться проявлять благодарность и удовлетворенность, которые мы хотим видеть в своей жизни. Когда мы настраиваем свои мысли и чувства на вибрацию изобилия, мы создаем ситуации, которые отражают нашу внутреннюю силу и удовлетворенность, открывая нам мир возможностей. Преодолевая этот парадокс, многие люди сталкиваются с проблемой отстранения от чувства неотложности, связанного с их желаниями. Они вплетают бесчисленные эмоциональные переживания в ожидание того, что их желания сбудутся. Они беспокоятся о том, как они справятся, если их желания останутся невыполненными, опасаясь, что их цели могут оказаться недостижимыми и что они никогда не смирятся с этим. Когда они охвачены энергией парадоксального намерения, преобладающая мысль относительно их целей такова:
я не могу быть счастлив без этого. И когда это убеждение прочно укоренилось, невозможность обрести счастье становится их реальностью. Закон парадоксального намерения проливает свет на скрытый парадокс личных достижений. Он утверждает, что вы можете достичь желаемого, зная, что для счастья вам это не нужно. Этот принцип требует смещения акцента с отчаянного стремления к мирному поиску. Никогда не передавайте энергию ожидания своего счастья. Вместо этого передавайте готовность ждать своей цели. Потребность в конкретном успехе, чтобы жить в мире и счастье, порождает энергию отчаяния, которая отравляет ваш резонанс с успехом. Поэтому ясность в ваших намерениях имеет решающее значение, и вы не должны уклоняться от изучения своих мотивов. Преследуйте свои цели, потому что вы хотите увеличить счастье, которое уже присутствует в вашей жизни, не потому что без них вы чувствовали бы себя несчастным. Например, в личных отношениях стремление к признанию или привязанности со стороны романтического партнера может создать чувство зависимости и незащищенности. Принимая отстраненность и понимая, что ценность человека не зависит от внешней оценки, люди могут развивать более подлинные и приносящие удовлетворение связи. Принятие отстраненности не означает отказа от целей или амбиций. Скорее всего, это влечет за собой освобождение от привязанности к конкретным результатам и обретение удовлетворенности в настоящем моменте. Приняв образ мышления, основанный на мирном стремлении, а не на отчаянной тоске, люди могут обрести более глубокое чувство удовлетворения и радости в своей жизни, независимо от внешних обстоятельств. Глава 5 раскрывает силу гармонии в области квантовой физики. Действие одной частицы может влиять на действие другой частицы, разделенные огромным расстоянием. Этот принцип действует и на личном уровне, поскольку мы живем во Вселенной, где все взаимосвязано. Энергия, находящаяся в постоянном движении, постоянно вибрирует внутри и вокруг нас, переплетая нас друг с другом и с непрерывным потоком событий и вселенской энергии. Когда мы пребываем в гармонии, мы плывем в бесконечном потоке благословений и изобилия, который пронизывает каждый уголок планеты. Однако, когда мы теряем гармонию, мы выходим из этого великолепного течения и оказываемся выброшенными на берег реки, просто наблюдая, как мимо проплывают благословения. Таким образом, наша гармонизирующая энергия является ключом к волшебному феномену синхронности, когда энергии настолько идеально выровнены, что мир открываются фантастические возможности. Это приводит к ряду удивительных совпадений, которые зажигают искру, приводящую к ощутимым результатам. Когда это происходит, мы сталкиваемся именно с тем, что нам нужно, в нужном месте и в нужное время. Люди приходят нам на помощь, информация приходит к нам, когда мы в ней нуждаемся, и вдохновение всегда присутствует. Гармония – это слияние потоков, в котором намерения проявляются почти мистическим образом. Но это не волшебство и не происходит случайно. Гармония – это выравнивание. Выравнивание энергии, сознания и даже намерений. Закон гармонии утверждает, что когда вы сознательно выбираете создать баланс и привести себя в соответствие со Вселенной, ваши намерения и энергия открывают двери к вселенскому изобилию, предоставляя вам доступ ко всем благословениям и силе, которыми обладает мир, чтобы предложить. Чтобы достичь этого возвышенного состояния, ваша энергия должна резонировать со всеми источниками вибраций вокруг вас. Вы должны настроить свою энергию на себя, на других и на вселенский поток. Например, представьте себе команду, работающую над достижением общей цели. Когда каждый участник согласовывает свои усилия, уважает точку зрения друг друга и беспрепятственно сотрудничает, они высвобождают творческий потенциал и продуктивность, что приводит к замечательным достижениям. И наоборот, разногласия и дисгармония между членами команды могут нарушить движение вперед и помешать успеху. Точно так же и в личных отношениях гармония способствует установлению глубоких связей и взаимопониманию. Когда люди объединяют свои энергии, открыто общаются и поддерживают рост друг друга, они развивают обогащающие и приносящие удовлетворение связи. И наоборот, диссонирующие энергии могут привести к непониманию, конфликтам и эмоциональной дистанции. По сути, гармония – это симфония существования, где каждая нота вносит свой вклад в мелодичное течение жизни. Когда мы настраиваемся на эту гармоничную вибрацию, мы высвобождаем силу синхронности и открываемся безграничному изобилию Вселенной.
Это гармония с самим собой, воспитание внутреннего равновесия и расширение прав и возможностей. Гармония с самим собой формирует фундамент, на котором строятся все законы и решения. Это подразумевает достижение равновесия в мыслях, эмоциях и действиях посредством ежедневного выбора. От кажущихся тривиальными мыслей до кардинальных решений, то, как мы ориентируемся в жизни, определяет уровень гармонии в нашей личной энергии. Сбалансированные мысли избегают беспокойства, воплощая спокойствие, сосредоточенность и присутствие духа. Это психическое состояние начинается с принятия себя и движется к принятию беспристрастности жизни. Удивительно, но равновесие, которое способствует гармонии, проистекает из принятия кажущихся противоречивыми намерений, принятия на себя полной ответственности и отказа от контроля. Истинная самоответственность подразумевает принятие на себя полной ответственности за качество своей жизни, включая мысли, эмоции и творения. Хотя это может показаться пугающим, важно рассматривать это как непрерывный процесс роста и самопознания. По мере того, как мы делаем более благородный выбор в своих мыслях и действиях, наша чистота и сознание развиваются, что приводит к большей гармонии. Начало пути к гармонии с самим собой предполагает подавление самокритики и развитие самопринятия. Отказ от самокритики необходим для достижения высшего сознания и культивирования более привлекательной энергии. Невозможно пребывать в божественном потоке, питая ненависть к себе, так же, как невозможно быть в гармонии с другими, лелея мысли о страхе или контроле. Достижение внутренней гармонии является необходимым условием для того, чтобы жить в гармонии с миром и получать доступ к изобильному потоку жизненных благословений. Именно благодаря этой внутренней гармонии обретается сила, позволяющая человеку воспринимать жизнь сбалансированно и самореализованно. Развитие внутренней гармонии, путь к гармоничным приоритетам, начинается с развития мирного состояния ума и сердца, поскольку именно из этих внутренних сфер проистекают все благословения. Это выходит за рамки простой теории позитивного мышления. Это воплощает суть истинной энергетической динамики. Чем больше конфликтов присутствует в твоих мыслях и чувствах, тем больше разногласий ты неизбежно привлечешь из внешнего мира. К наиболее гармоничным и успешным эмоциям, которые нужно культивировать, относятся любовь, умиротворение, принятие и энтузиазм по отношению к собственной жизни. Неспособность расставить приоритеты в отношении этих важнейших эмоций в своей повседневной жизни приведет к тому, что вы будете стремиться к тому, что мало что сможете предложить. Чтобы избежать этого, вы должны вернуться к равновесию. Ваш когнитивный центр должен быть сосредоточен на принятии себя, в то время как ваш эмоциональный центр должен быть основан на любви к себе. Такая спокойная основа значительно облегчает баланс вашей личной деятельности, как с точки зрения времени, так и приоритетов. Хотя жизнь может требовать внимания в различных областях, таких как семья и работа, бывают моменты, когда вы должны уделять больше энергии одной сфере, временно откладывая другие. Независимо от того, насколько естественным это может показаться, существует энергетическая проблема, связанная с несбалансированными приоритетами. Давая понять, что ты готов пожертвовать чем-то важным для тебя, ты посылаешь четкие вибрационные сигналы, которые могут привлечь людей только в ситуациях, требующих от тебя дальнейших жертв. Если ты постоянно ставишь себя на последнее место, то неизбежно окажешься на последнем месте в плане исполнения своих желаний. С этим ничего не поделаешь. Вселенная всегда возвращает тебе твои приоритеты. Гармония в действии демонстрирует здоровое уважение к себе, своим близким, своей карьере и личным целям. Чтобы достичь наивысшего гармонического резонанса, вы должны полностью осознавать, как вы расходуете свою физическую и эмоциональную энергию. Если ваша жизнь наполнена бесконечными задачами и вы постоянно спешите с одной встречи на другую, ваша вибрация будет хаотичной, привлекая трудности и замешательства окружающих. Если ваши дни поглощены отвлекающими или вызывающими привыкание занятиями, это состояние может нарушить резонанс вашей энергии, препятствуя тому, что могло бы произойти в противном случае. Будь плавным потоком навстречу своей мечте. Когда вы теряете равновесие, вы теряете гармонию, и ваши вибрации не соответствуют вселенскому потоку. Выбор гармонии – это выбор спокойствия, мира вместо конфликта, доверия вместо страха и ценностей вместо осуждения. Ты можешь сделать этот выбор в любой момент. Освободи свой разум от смятения, а сердце от страха. Вместо этого позволь себе выбрать спокойствие, доверие и смелость. Закрой глаза, расслабься и дыши глубоко. Почувствуй, как это меняет твое сознание. Достигни гармонии с окружающими. Почувствуй единство и принятие.
Гармония начинается внутри и находит отклик вовне, чтобы установить связь с другими людьми. Люди, пребывающие в гармонии, создают чудесную вибрационную симфонию. Это музыка о тебе, и ты можешь создавать прекрасные мелодии в каждом элементе своей жизни. Ты должен гармонично объединить свою энергию с другими, чтобы присоединиться к этой удивительной симфонии, а не просто наблюдать за ней. Истинная гармония требует равного принятия себя и других, без стремления к одобрению или отрицанию. Это крайне важно для того, чтобы избежать разрушительных сил конфликта. Ты не сможешь принять поддержку Вселенной, если будешь действовать против нее. Поэтому стремись к единству и сходствам, а не к различиям. Принятие этого мировоззрения крайне важно, если ты хочешь использовать энергию для достижения успеха. Ты не можешь воспринимать других иначе, чем самого себя. Это фундаментальный компонент твоей реальности и сознания. Ты не можешь воспринимать мир как поле битвы, не используя террор для достижения своих целей. До тех пор, пока ты воспринимаешь других как угрозу своему счастью, ты будешь испытывать беспокойство и действовать импульсивно. Никто не сможет угрожать тебе, когда ты знаешь, что у тебя есть ответы на все вопросы. Любовь и принятие привлекают людей, которые помогут тебе не причинять боль. Когда ты отвергаешь других, ты даешь им силу. Ты говоришь, что у тебя есть способность разозлить меня или напугать. У тебя есть власть надо мной. Я в гармонии со Вселенной. Ты ощущаешь божественную связь. Нет никаких ограничений на то, когда и как вибрируют твои энергии. Во Вселенной нет такого времени или пространства, где твое влияние оставалось бы незамеченным. Все, что ты делаешь, говоришь и думаешь, находит отклик за пределами тебя на частоте, соответствующей твоему имени. Со временем это сольется с аналогичными частотами, и накопленная энергия вернется к тебе. Привлекаешь ли ты хорошее или плохое, зависит от того, с какими энергиями ты настроен. Гармония со Вселенной начинается тогда, когда ты соединяешься с самим источником Вселенной, с тем великим сознанием, которое создало всю реальность. Если ты действительно хочешь гармонизировать свою энергию со всеми положительными вибрациями в мире, это все, что тебе нужно сделать. Соединись с божественным сознанием. Оно присутствует постоянно и ближе, чем ты думаешь. Интересно, как люди хотят игнорировать, а иногда даже сопротивляться этой мощной силе, когда речь заходит о применении ее для достижения своих личных целей. Возможно, присутствие божественного – это странная концепция, вызывающая воспоминания о страхе, или может быть она слишком абстрактна или догматична. Какой бы ни была причина, многие люди искренне сопротивляются призыву этой силы, и в результате они отдаляются от величайшего источника твоих решений. Хочешь ли ты называть это великое творческое сознание Богом, источником добра, созидательной силой или просто Вселенной, решать тебе. Для тебя. Самое главное – это твоя неоспоримая связь с Ним. Что именно? Ты – священная душа и сердце, существующее как проявление божественного намерения. Величайший разум всего творения постоянно вибрирует внутри тебя и вокруг тебя. Чем больше ты приводишь свою энергию в соответствие с этим всемогущим биением сердца, тем больше ты двигаешься в потоке вселенского благословения. Чем больше ты осознаешь эту часть своей личности, как на энергетическом, так и на сознательном уровне, тем больше ясности ты привносишь во все, что делаешь. Когда ты живешь в гармонии с добрым источником Вселенной, ты ясно видишь, что твои намерения чисты и действуешь творчески. Начни осознавать эту силу внутри себя, утверждая «Я един с источником добра». Я соединяюсь с божественным присутствием во всех вещах, признавая божественное в себе и во всех остальных. Я получаю благословение из этого могущественного и доброго источника, и я благодарен за все это. Глава 6. Закон правильных действий. Закон правильных действий и закон магнетизма тесно взаимосвязаны. Оба они работают на обмен энергией, но есть некоторые различия. Принцип, который вы будете изучать в этой главе, включает в себя не только саму идею, но и то, как мы относимся к другим. Это может стать интересной дилеммой, потому что многие люди ошибочно полагают, что они не могут эффективно расставить приоритеты в обеих концепциях. Они думают, что для того, чтобы хорошо относиться к себе, нужно быть эгоистом, или они считают, что должны пожертвовать собой, чтобы хорошо относиться к другим. Закон правильных действий указывает на то, что так не должно быть. Энергия, которую вы передаете, независимо от того, направлена она на вас или на других, создает своего рода банковский счет в вашей судьбе. Каждая ваша мысль или действие, каждое взаимодействие, хорошее или плохое, с другими людьми, становится частью ваших инвестиций. Если вы будете заниматься только негативом, то именно это вы и получите. Это относится к каждому вашему действию, будь то для себя или для других.
Закон правильного действия гласит, что ваша энергия самовоспроизводится в мире. Ценность, честь и достоинство будут возрастать в вашей жизни в той мере, в какой вы будете продвигать их в окружающей вас среде. С другой стороны, если ваши собственные действия направлены на разрушение ценности, чести и достоинства других, то со временем это разрушение вернется к вам. Согласно этому принципу, есть важный вопрос, который вы должны задавать себе перед каждым принятым решением. Делает ли это честь мне и другим? Это точка опоры для всех ваших энергетических решений. На протяжении всей вашей жизни вы постоянно принимаете решения, которые либо усиливают, либо ослабляют ваше чувство чести. Это относится к вашим ежедневным решениям, постоянным действиям и взаимодействию с другими людьми. Твои дни наполнены бесконечными возможностями выбора, и решения, которые ты принимаешь, будут энергетически ответственны за то, чтобы направить твою судьбу либо к счастью, либо к разочарованию. Почитание энергии – одна из самых притягательных частот, которые ты можешь излучать. Когда ты выбираешь ее, ты можешь почувствовать это в своих эмоциях. Но когда ты принимаешь решение, которое тебя бесчестит, ты можешь почувствовать, что что-то не так. Даже если кажется, что все идет хорошо, это просто кажется неправильным. Хотя нет никаких правил, определяющих разницу, ты будешь знать это в глубине души. Каждый раз, когда ты думаешь о чем-то, принимаешь решение, произносишь слово или предпринимаешь действие, ты будешь знать внутри себя, излучаешь ли ты энергию почитания, которая придаст ценность твоей жизни. Вопрос чести совершенно ясен, но есть много ситуаций, в которых нелегко принять правильное решение. Ты должен прислушиваться к своему сердцу и искать вариант, который отвечает твоему собственному чувству личного достоинства. Правильные действия не всегда могут быть самыми легкими, но они всегда являются лучшим источником энергии для всех, кто в них участвует. Намерения основаны на любви. Основной принцип, лежащий в основе правильного образа действий, это культивирование ценностей и расширение любви. Любовь служит энергетическим катализатором всех успешных творческих проявлений. Когда мы настраиваем наши мысли на эту вибрирующую силу, мы соединяем нашу чистоту с высшим сознанием, которое создает все сущее, предлагая нам несравненную мощь в достижении наших мечтаний. Стремление к любви побуждает нас вести себя так, чтобы повысить ценность нашей жизни и жизни других людей. Правильный выбор влечет за собой принятие решений, основанных на уважении, доблести и заботе. У нас есть возможность повысить каждую вибрацию в каждом взаимодействии и опыте, отдавая предпочтение принятию, а не осуждению, поддержке, а не разочарованию, расстановке приоритетов, а не увольнению и расширению возможностей, а не контролю. Каждый день ставит нас перед многочисленными вариантами выбора, будь то в форме одобрения или осуждения. То, как мы взаимодействуем с другими, так же важно, как и то, как мы взаимодействуем с самими собой. Принятие решений, основанных на уважении и чести, позволяет нашей энергии найти отклик в правильных действиях. Каждый из нас особенный. Несмотря на отрицание этого, каждый из нас играет важную роль в вечном порядке вещей. Многие считают, что быть особенным значит совершать великие поступки, накапливать богатство или демонстрировать необычайную красоту или талант. Однако Вселенная работает как колоссальные часы, в которых множество видимых компонентов соседствуют с бесчисленным количеством кажущихся незначительными деталей. Тем не менее, каждая маленькая деталь важна и особенная. Наша человеческая структура также представляет собой сложную сеть со множеством функций, все из которых неразрывно связаны. Осознаем мы это или нет, но каждый из нас является особым компонентом сложного механизма Вселенной, привносящим свою уникальную энергию в грандиозный опыт. Если мы решаем отрицать свою особость и обесценивать себя и других, мы создаем сопротивление четкой работе универсальных часов нашей глобальной системы. Цель – научившись уважать себя как особенных и точно так же воспринимать других, независимо от обстоятельств, как важные компоненты в божественном часовом механизме. Мы можем рассматривать мир как единое целое. Вселенная в целом и наше почтение распространят правильные действия во всех направлениях. Правильные поступки не связаны с моралью. Они связаны с энергией причины и следствия, которую часто называют законом причины и следствия. Энергетическая истина неоспорима. Ты получаешь ту же энергию, которую передаешь другим. Если ты питаешь обиду и манипулируешь людьми, в конечном итоге ты столкнешься с таким же обращением в своей жизни. Если ты лживый и нечестный, со временем люди будут относиться к тебе точно так же. Закон магнетизма диктует, что твоя честь должна быть сосредоточена на том, как ты относишься к себе, в то время как закон правильных действий гласит, что она должна быть сосредоточена на других. Это может показаться противоречивым, но речь идет о том, чтобы сбалансировать свою жизнь. Ты можешь отдавать предпочтение другим, не жертвуя собой, ты можешь практиковать честь и правильные поступки как часть своей повседневной жизни. Вопрос чести субъективен, но намерения и действия проистекают из любви.
Твой выбор в пользу этого повышает твое чувство собственного достоинства и наделяет тебя подлинной, а не поддельной властью. Тебе больше не нужно будет завоевывать авторитет с помощью негативных энергий высокомерия, враждебности или даже страха. Твоя способность оценивать энергетические последствия своих действий приведет тебя к правильным поступкам. И когда ты сомневаешься, всегда принимай решения, основанные на любви и чести. Именно в этом суть правильных действий, и именно этот выбор всегда приведет к правильным результатам. Глава 7. Понимание энергетического обмена. Седьмой закон описывает, как на вас влияют резонансы других людей и как на них влияют ваши резонансы. Обмен энергией происходит постоянно, и это относится ко всему в жизни. Все в нашей жизни управляется эмоциональным и вибрационным потоком, который создается в процессе накопления. Фаза слияния – это физический квантовый феномен, который иллюстрирует, как работает этот процесс. Частицы в естественном мире сталкиваются, а затем разделяются, однако когда сталкиваются две частицы, они часто уносят с собой часть друг друга. Закон слияния по сути заключается в том, что когда две сущности объединяются, их энергии объединяются, а когда они разделяются, каждая оставляет что-то после себя. Подобно этому человеческие эмоциональные переживания сбивают с толку. Мы все ежедневно сталкиваемся с этим в реальной жизни. Когда мы общаемся с кем-то, мы поглощаем его частоту, а он поглощает нашу. Например, мы можем обнаружить, что становимся взволнованными, когда спорим с разъяренным подростком. Даже по прошествии некоторого времени общение с человеком, находящимся в депрессии, может вызвать у нас чувство подавленности. Более того, мы испытываем радость, когда находимся рядом со счастливыми людьми. Энергия каждого человека имеет значение, а эмоции заразительны. Это очень важная идея в нашем стремлении к достижениям. Нам нужно осознавать, какие отношения мы строим во всех сферах нашей жизни – личной, профессиональной и социальной. Потому что энергетическое воздействие является врожденным. На наше решение может влиять настроение других людей в дополнение к нашим чувствам, идеям и общему благополучию. Как вы можете видеть, эта закономерность может быть решающим фактором, который необходимо учитывать при управлении компанией или владении ею. Эта тенденция особенно заметна, когда речь заходит о найме честных работников. Вам бы не хотелось, чтобы кто-то с низкими вибрациями распространял энергию беспечности и нечестности на вашем рабочем месте, поскольку энергетическое влияние растет по всей Вселенной. По той же причине крайне важно, чтобы вы вели бизнес добросовестно. Согласно закону расширяющегося влияния, ваша собственная энергия пронизывает Вселенную и оказывает влияние как на ваше непосредственное окружение, так и на всю планету в целом. Вы влияете на все, включая гармонию в вашей семье, продуктивность вашего бизнеса и мир во всем мире. Этот закон делает силу вашей собственной вибрации универсальной. Ваше стремление к гармонии в конечном итоге отражается в сознании всех людей. Когда вы решаете жить в благоговении и направлять эту позитивную энергию на людей, находящихся в непосредственной близости от вас. Ты должен сформулировать для себя это намерение, прежде чем сможешь рассчитывать на более спокойную жизнь для своей семьи. Ты должен начать привносить этот энтузиазм в свою собственную жизнь, если хочешь, чтобы твои сотрудники совершенствовались. Каждый должен осознавать масштабы и влияние своей собственной власти. Честность, страсть, храбрость и поддержка необходимы для достижения успеха. Именно эти качества необходимы для достижения желаемых результатов, будь то гармоничные отношения или хорошо налаженный бизнес. Нужно действовать масштабно. Как мы уже видели ранее, квантовая физика утверждает, что события, происходящие в одном регионе, могут оказывать существенное влияние на другой. Это также относится к вашим действиям и энергии. В любой момент, в любой точке нашей Вселенной может произойти все, что угодно. У всех нас есть квантовая связь, а это значит, что наши намерения и поступки могут иметь немедленный эффект, например, привлекать неожиданных людей и ситуации. Вселенная – это поле возможностей и царство вибрирующего потенциала, охватывающего все от мельчайшей частицы до самой большой массы. Мы всегда должны быть вдохновлены на действия по достижению наших целей из-за широкого спектра имеющихся у нас возможностей и нашего влияния, которое выходит за рамки местных границ. Даже если результаты могут оказаться не такими, на которые мы надеялись, они тем не менее материализуются, если мы правильно к этому отнесемся. Непрерывные действия не только повышают напряженность, но и снижают срочность. Вы тратите больше энергии на достижение своей цели, чем больше посвящаете себя ей.
Каждое ваше движение подобно тому, как вы отдаете Вселенной новую команду. Вы никогда не знаете, когда и как она отреагирует. Даже если вы посеете семя в одном месте, результат может быть совсем другим. Наша нелокальная природа обладает высокоэффективным энергетическим потенциалом. Каждая мысль и поступок сеет новое семя в саду нашей судьбы. Даже если результаты могут быть ощутимы не сразу, важно понимать, что намерение и воздействие – это бесконечный процесс. Так или иначе, это всегда приводит к результатам. Поэтому мы должны постоянно стремиться к самым высоким стандартам и предпринимать конструктивные шаги во всех областях. Поступая так, мы позволяем Вселенной предлагать нам все возможности, даже самые странные. Это расширяет наше влияние. Наше влияние бесконечно расширяется в погоне за нашими личными целями, но это лишь малая часть более широкого творческого сознания. Осознаем мы это или нет, но наше влияние распространяется даже на самые отдаленные уголки мира. Седьмой универсальный закон показывает, что наша собственная энергия движется, чтобы соединиться с другими подобными ей, создавая смесь вибраций, которая формирует поле сознания, оказывая неизмеримое влияние на человеческий опыт. Эти поля сознания по всему миру называются морфогенетическими полями или сокращенно М-полями. Подобно электромагнитным и гравитационным полям, М-поля – это силы, которые формируют саму природу нашей жизни. Эмоции и информация – это энергии, которые накапливаются в этих полях и влияют на значительные изменения нашего вида. Эти огромные резервуары общего сознания подпитываются энергией каждого человека, в том числе и вашей, и затем эта накопленная сила распространяется, затрагивая других. Существует два основных поля эмоционального сознания – поле любви и поле страха или ненависти. Как личности, все наши мысли, убеждения, выбор и поведение способствуют расширению одного из этих полей. Каждый раз, когда мы выбираем действие, исполненное любви, будь то к себе или к другим, мы подпитываем поле любви. Но каждый раз, когда мы поддаемся ненависти или осуждению, будь то к себе или к другим, мы подпитываем поле страха. По мере того, как накопленная энергия накапливается в каждом из этих полей, резонанс этой конкретной энергии во Вселенной возрастает. И сознание любви или ненависти движется, влияя на нас, выбор и опыт других людей. Поле, которое лучше всего питается, будет обладать наибольшей силой в мире. Это наша обязанность выбрать любовь в нашей собственной жизни и сознании, а также в жизни других людей, тем самым ускоряя распространение энергии добра в мире. Если мы этого не сделаем, то усилим ненависть и страх. Наличие конкретного намерения не зависит от полей, поскольку они беспристрастны. Точно так же, как гравитация не имеет эмоциональной привязки к тому, поднимаются или опускаются предметы. Поле любви и ненависти безразлично к тому, как мы справляемся с их влиянием на мир. Намерения каждого человека определяют дальнейший путь человечества. Действия и эмоции каждого человека подпитывают поле энергии и могущества, которое мы видим повсюду. Итак, если ты хочешь, чтобы в твоих отношениях, бизнесе и во всем мире распространялась любовь, а не ненависть, тогда ты должен взять на себя обязательство генерировать больше энергии доброты по отношению к себе и другим. Как ты увидишь в следующей главе, сила любви всегда в твоем распоряжении. Привнеси в свое сознание энергию и намерение, и ты не только привнесешь благословение в свою собственную жизнь, но и окажешь огромное влияние на весь мир. Заключение: в нашем исследовании 7 универсальных законов успеха мы проникли в глубочайшие области квантовой реальности, где намерение и энергия властвуют безраздельно. Понимание сложностей квантовой реальности и ее огромного влияния на нашу жизнь стало возможным благодаря каждой главе. Мы изучали умение воплощать свои мечты с помощью целенаправленного намерения и веры, начиная с закона проявления. Впоследствии закон магнетизма проливает свет на принцип притяжения, демонстрируя, как наша энергия притягивает подобные частоты в наши переживания, тем самым влияя на нашу реальность. Копая глубже, мы обнаружили, что закон чистого желания учит нас, как получить доступ к бесконечному потенциалу квантового поля, обеспечивая, что наши намерения соответствуют нашим высшим целям. Закон парадоксального намерения раскрывает парадоксальную природу цели, побуждая нас отказаться от контроля и верить в то, что наши желания материализуются. Когда мы начали понимать взаимозависимость всех вещей и синхронизироваться с божественным потоком Вселенной, гармония стала нашим руководящим принципом в законе о гармонии.
Закон правильных действий послужил полезным напоминанием о ценности морали и сострадания, иллюстрируя, как наши поступки оказывают влияние о мире вокруг нас. В конечном счете, закон расширяющегося влияния ясно показал, насколько сильно наша энергия влияет на сознание целого, призывая нас выбрать сострадание, превозмогая осуждение и любовь над страхом. Мы теперь имеем более четкое представление о нашей способности воплотить наши мечты в жизнь и построить процветающий, радостный и полноценный мир благодаря этим законам. Сейчас, когда мы подходим к концу нашего исследования 7 универсальных законов успеха, пусть эти осознания послужат для тебя маяком мудрости на пути к достижению квантового успеха. Я надеюсь, что ты никогда не перестанешь использовать свои намерения и энергию, чтобы воплотить свои стремления в реальность и построить полноценную, страстную и процветающую жизнь.